Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, как всегда. И запустили у нас событие, кубики, в котором можно забрать две палочки, кристалл огня, кристалл воды, и двух героев, Демонесса и Русалка. Кого выбрать, что выбрать, в каком порядке все выбирать и почему, сейчас вам постараюсь кратко объяснить. Итак, у большинства игроков, естественно, вот эти два героя уже должны быть открыты, потому что они были недавно в приключениях. И, соответственно, у вас, скорее всего, будет ситуация такова, что вам нужно будет открыть кристалл огня, либо кристалл воды. Может быть, у вас уже все есть. Но если вы такие же невезучие и такие же ленивые, как я, не проходили приключения, то здесь из двух героев, герои у нас обычно в приоритете, но бывают ситуации, когда, конечно же, лучше выбрать палку. Итак, из двух героев, допустим, если вам нужно что-то выбрать и вы не знаете, что именно. Если отталкиваться от глобальных усилений, то у них глобалки, по-моему, они одинаковые. Здесь 50 здоровья, 20% к урону и 2,5% к здоровью. Давайте посмотрим у русалки. 50, 20 и 2,5%. То есть все то же самое. Но если мы с вами зайдем в кузницу, к ней, да, к Демонессе, то здесь у нас с вами будет глобалка на повышение урона 25 тысячных множителей у нас с вами прибавляется. То есть это очень полезно, это очень хорошо. Потом в какой-то определенный момент игры вы будете гнаться за этими глобальными усилениями. И если Демонесса у вас закрыта, то в первую очередь я рекомендую открыть именно ее, потому что ее глобальное усиление, оно будет здесь просто вот в приоритете, вот просто из-за кузницы. Даже если жетонов нет, даже если нет осколков, то старайтесь открыть. Все это потом со временем можно будет как-то компенсировать. Вот когда выпадет в каком-либо из событий этот герой еще раз, это уже вопрос времени. Скорее всего, это будет не скоро. Если мы с вами зайдем в русалку, откроем ее кузницу, здесь у нас будет плюс 25% урона к магическим повреждениям. То есть урон общий, он в любом случае более приоритетный, чем просто урон на повышение магического урона, то есть тут всего лишь 25%. Да, это тоже нужно, да, это полезно. И, допустим, если у вас Демонесса открыта, а русалка не открыта, то, естественно, открывайте русалку. Все очевидно, как бы все легко, все понятно и просто. То есть идем по порядку. Открываем сначала Демонессу, потом открываем русалку. Дальше, что выбрать из двух вот этих вот, огонь или вода? Ну, по факту, то есть тут отталкивайтесь также от глобальных усилений. Можно посмотреть в кузнице, открыть, они у нас рядом стоят. Вот если кристалл воды у нас дает урон по замедленным врагам, вы сразу учитываете такие моменты, как использование вообще вот этого глобального усиления в каком-либо из режимов. Урон по замедленным врагам, вот это глобальное усиление, оно будет работать у вас везде, кроме босса. Если мы с вами открываем кристалл огня, то у нас уже идет дополнительный урон по горящим врагам. Босс у нас также подвержен действию вот этого статус-эффекта. И, соответственно, если вы хотите повысить общую свою мощность аккаунта, то вам нужно будет выбрать именно кристалл огня. Если вам тяжело играть, вы, допустим, находитесь на стадии прохождения кошмара и трудности испытываете, то можете выбрать кристалл воды. Потому что у этого кристалла есть вот такое вот преимущество на втором уровне в кузнице. Водяной кристалл замедляет врагов на 50%. То есть для вас это будет полезное применение, то есть полезное открытие. Вам полегче будет проходить какие-то сложные режимы. Итак, что еще стоит отметить? Все настройки по всем абсолютно палкам есть в группе. Группа теперь это открыта. Вход свободный. Ссылка внизу в комментарии. Пожалуйста, заходите. Доступ для всех. Все, завязали с этими, со всеми платными, скажем так, там с донатными вот этими вот штуками. Поэтому кому надо, заходите.
Так, и давайте подводить итог. Что у нас здесь будет по событию? Какой порядок мы с вами выбрали? Берем сначала Демонессу из-за глобального усиления по урону. Раз, отдаем ей первое место. Если русалка закрыта, то забираем ее. Естественно, чтобы получить 3 вот этих вот глобальных усиления, ей второе место. Кристалл огня мы забираем третьим. Он у нас полезен из-за общего усиления, которое будет также распространяться и в битве с боссом. И четвертое место мы отдаем кристаллу воды, так как его глобальное усиление не работает в битве с боссом. Но можно сделать исключение. Опять же повторюсь, если вам тяжело проходить, вы на начальных каких-то там этапах находитесь, то можно поменять. Кристалл воды поставить на третье место, кристалл огня можно спустить на четвертое. Но лучше, конечно, идти вот так вот, как есть. Раз, два, три и 4. В целом добавить больше нечего. У меня все. Повторюсь, ссылка общая на все ресурсы, она в комментарии. Кому нужно, заходите, всех буду ждать. Все, всем пока, до новых встреч.